Привет, это Саша Акимов, и сегодня я поговорю о том, почему камера Sony A7 III даже в августе 2020 года, спустя 2 года после ее релиза, все еще прекрасная универсальная камера на каждый день, и у нее до сих пор нет никаких серьезных конкурентов. Но для начала я расскажу небольшую предысторию, ведь Сонька не сразу стала таким законодателем технологических мод и стала настолько диктовать свои правила на рынке, как сейчас. Когда-то они тоже начинали достаточно скромно, иногда даже весьма коряво. Только в начале 2000-х Sony начала заниматься всерьез фотопроизводством. До этого они никогда не придавали этому большого значения, но когда увидели, что конгломерат Konica Minolta достаточно сильно бедствует, точнее, сам по себе-то он процветает, но именно их фотоподразделение было достаточно убыточным. Sony просто выкупили именно фотоподразделение Minolta. Так они получили в свое полное владение все наработки Minolta, так они начали выпускать камеры под A-байонет, к которому подходили, в общем-то, все стекла от Minolta, начиная от стекол 80-х годов. И на них прекрасно работал автофокус. В конце нулевых они выпустили достаточно удачные камеры, такие как APS-C флагман A700. Также выпустили полнокадровую камеру на 24 мегапикселя. Для тех лет довольно неплохую, но имея рядом с собой конкурента в виде Canon, конечно, камера Sony немножечко проигрывала, но в целом тоже была неплохой. Чуть позже была выпущена ее немножко упрощенная версия. Это была Sony A850. И этой камерой я даже некоторое время владел и делал на нее довольно нелепые снимки. Тогда я только учился еще фотографировать и делал какие-то первые шаги. У камеры дико гремел затвор, шлепало зеркало с таким звуком, как будто ты просто перезаряжаешь тяжелый какой-то пулемет. У нее была не очень хорошая система фокусировки, всего лишь из 9 точек, которые практически все были ровно посередине. И матрица хоть и была полнокадровая на 24 мегапикселя, было много оптики хорошей и от старых минолтовских камер подходящей. Но камера шумела уже на ISO 1000, что для полного кадра, я считаю, непозволительно. Чуть позже под A-байонет Sony стала делать псевдозеркалки, так называемые. Там было полупрозрачное зеркало у этих камер, и просто они чисто технически не могли сделать систему фокусировки без фазовых датчиков отдельных от самой матрицы или встроенных в саму матрицу, точнее, на тот момент, поэтому получилась такая корявая гибридная система, и был при этом форм-фактор, как у зеркалки. В камере было полупрозрачное зеркало, часть света уходила на датчики фазовой фокусировки, часть на матрицу света проходила, и человек еще визировал при этом через электронный видоискатель, что вообще какая-то путанная глупость. Параллельно с этим начал свое развитие и новый байонет Sony E-mount. Тогда появились всем известные камеры Sony NEX, это 3-я, 5-я модель и так далее. Они обладали довольно неплохими сенсорами для APS-C формата, у них хорошая была светочувствительность, цветопередача и все на свете. Но камеры были маленькие, крайне неудобные, у них была сомнительная достаточно эргономика и ужасное неудобное меню, чем Sony грешит до сих пор. NEX, в общем-то, неплохо продавались, и единственным их минусом было то, что достаточно мало на тот момент было объективов в системе. Как и в любой свежестартовавшей беззеркальной системе этих лет, объективов просто не хватало, потому что система только запустилась, и со временем только они накапливались. А в 2013 году корпорация Sony просто взорвала рынок, удивила всех. Она выпустила первую полнокадровую беззеркальную камеру в мире. Это была простая Sony A7
с достаточно неплохим, даже по сегодняшним меркам, сенсором на 24 мегапикселя. У нее была дурацкая эргономика, на мой взгляд, там расположение кнопок, особенно кнопки спуска. Ну, в целом она была такая очень неудобная. У нее была ручка неудобная, маленькая, держаться за нее было паршиво. Корпус сам был такой тоненький, плохо защищенный. И фокусировалась она не ахти как уж хорошо, потому что там был только контрастный фокус. Чуть позже они расширили эту линейку и выпустили Sony A7R. Эта камера была на 36 мегапикселов. Ну, R, собственно, resolution означало. И эта линейка как раз отвечала за снимки высокого разрешения. Там хороша для студийной съемки, грубо говоря, для пейзажа. Ну, вот для чего-то, где требуется больше мегапикселов. А еще чуть позже они выпустили A7S, которая обладала всего лишь 12 мегапикселами, но за счет этого обладала также и огромными возможностями по светосиле, поэтому она прекрасно подошла для снимков в кромешной темноте, ну и больше ориентировалась эта камера для все-таки видео. И вот уже буквально через год Sony поработала немножко над ошибками и выпустила A7 Mark II. Здесь сенсор уже был с обратной засветкой, фокусировка улучшилась значительно. Там появилось гораздо больше точек фокусировки, в том числе и фокус стал гибридным. Теперь там были еще и фазовые точки фокусировки на датчике. Также они обновили и серию A7R, выпустив вторую модель, и повысили здесь разрешение матрицы до 42 мегапикселов. Гораздо позднее они выпустили A7S Mark II, у которой светочувствительность поднялась вообще до каких-то космических высот, там, по-моему, не помню сколько было, 400 тысяч единиц ISO. И картинка, в принципе, конечно, была сносной только там до вменяемых значений, типа 12800 еще ничего, но дальше, конечно, это было уже чисто маркетинг. Также в камерах появился, наконец, стабилизатор на матрице. Он, конечно, не был так уж хорош, потому что все-таки байонет был рассчитан изначально под APS-C камеры, и они и так умудрились впихнуть туда полнокадровый сенсор в такое маленькое отверстие, и еще как-то его стабилизировать там, ну, ему просто негде разгуляться для того, чтобы компенсировать какие-то сотрясения. Но в любом случае, лучше хоть какой-то стабилизатор иметь в камере, чем вообще никакого. Далее была выпущена просто бомбическая, фантастическая, невероятная Sony Alpha 9. Тут они решили потеснить такие флагманские линейки, как Nikon D5 и Canon 1DX Mark II. Автофокус у нее был невероятный для беззеркалки. И по глазам, наверное, это был самый лучший фокус вообще из всех имеющихся на тот момент. Скорость серийной съемки 20 кадров в секунду. И матрица на 24 мегапикселя, представляющая из себя невероятно сложный бутерброд для того, чтобы как можно быстрее производилось считывание, дабы избежать эффекта роллинг-шаттера. Точек фокусировки стало уже настолько много, что без джойстика уже было не обойтись, поэтому он был добавлен сзади на корпус. И я всегда приветствую появление сосочков на камерах, где много точек фокусировки, потому что елозить пальцем по сенсорному экрану, особенно при том, что у Sony сенсорный экран достаточно паршивый, или просто стрелочками гонять точку фокусировки крайне неудобно. Вот когда есть сосочек, это здорово. Чуть позже Sony обновили и линейку A7R, выпустив модель третью. Там немножко поиграли с эргономикой, сделали корпус очень похожим на Alpha 9, фокус почти такой же, как в Alpha 9, ну, конечно, попроще был, а разрешение осталось также 42 мегапикселами, как и было. И вот, наконец, они в 2018 году выпустили камеру, ориентированную на массового потребителя. Тот же сенсор, что и у Alpha 9, только не настолько сложный, а чуть попроще, то есть считывание с него, конечно, медленное. Автофокус почти как у Alpha 9, также скорость серийной съемки меньше. Практически одновременно с этим Sigma выпустили всю линейку своих арт-стекол под Bayonet E. Конечно, они поначалу сделали немножко дурацкий ход, они просто от зеркальных систем взяли свои объективы и приделали к ним, встроив в корпус переходник. И это громоздкое, нелепое решение мне не очень понравилось, но сам факт того, что эти объективы вышли под E-Bayonet, говорил о многом. В это же время Samyang уже принялись делать тоже автофокусные объективы под Sony E, и довольно неплохие, кстати говоря, стекла у них получались. Ну, а довершил весь этот праздник Tamron,
показав, наконец, свой объектив, который был разработан специально под Sony E28-75 f2.8, про который у меня есть видео, его можно посмотреть вот тут. И ссылочки в описании тоже. Весь этот ряд событий сделал камеру настоящим хитом. Ну, конечно, не только выход новых объективов от сторонних производителей, не таких дорогих, как у самой Sony, повлиял на это, но и, собственно, техническая начинка очень крутая для тех лет, да, она и до сегодняшних лет очень хороша. Ведь у матрицы огромный динамический диапазон. Я, наверное, думаю, что это лучший полнокадровый сенсор, который я вообще держал когда-либо в руках. Единственное, что камера, конечно, норовит постоянно немножко переэкспонировать картинку, но это ее какая-то внутренняя программная хитрость для того, чтобы уменьшить количество шумов. И, как я уже говорил, фокусировка у камеры стала практически уровня флагмана Альфа 9. Появился сзади на корпусе сосочек, который очень сильно увеличил удобство пользования. В общем-то, эта камера полюбилась людям, потому что она может практически все, что угодно делать. Хочешь поснимать няшных портретиков? Да пожалуйста, есть куча стекол с высокой светосилой, не особо дорогих под нее. Хочешь поснимать архитектуру? Пожалуйста. Хочешь пейзаж? Вообще легко. Абстрактные картинки? Запросто. И даже стрит-фото камера осиливает без особых напрягов, потому что она не крупная, и если на нее нацепить, например, какой-нибудь 35 f2.8 Sony Zeiss, она вообще, в принципе, не очень-то заметно получается. Поэтому получается, что имея всего одну эту камеру, ты можешь делать все, что угодно и творить в совершенно разных направлениях. Особенно камера развязывает руки в области ISO, она позволяет тебе про ISO вообще полностью забыть. У меня, например, оно стоит просто в авторежиме от ISO 100 до 6400, и я вообще об этом не думаю, я просто снимаю в любых обстоятельствах и всегда уверен, что получится отличная картинка. Благодаря тому, что у этой камеры, как и у любой беззеркалки, очень маленький рабочий отрезок, можно через какой-нибудь недорогой переходник ставить любые линзы, в общем, старые можно ставить. Например, вот как у меня Konica Hexanon, такой блинчик светосильный. Чисто по приколу можно ставить любые стекла, хоть советские, хоть какие, если захочется побаловаться. Экранчик, его нельзя вертеть во всех плоскостях, как у большинства современных камер серьезных. Нельзя его повернуть к себе, можно лишь вверх или вниз отгибать. Наилучшее разрешение у электронного видоискателя всего 2,4 миллиона пикселов. Сейчас уже за стандарт такой средненький берется 3,6 миллиона пикселов. Ну, в принципе, оно достаточное. Цветопередача у него, конечно, никакущая, но хотя бы можно судить об настройках экспозиции. В принципе, камера сама по себе настолько хорошие и гибкие снимки делает, что, в общем-то, пофиг на самом деле на это. Ты примерно представляешь через видоискатель, когда смотришь солнечный день, что у тебя там получается. Этого тоже достаточно более чем. Еще мне очень не нравится вот эта дурацкая система с защелкой крышечки отсека батарейного. Да, конечно,
Сюда можно вставить две карты. Один первый слот поддерживает UHS 2 супер быструю, но крышечка, конечно, чудовищная. В следующих, кстати говоря, камерах, я думаю, она уже будет переработана, например, у Альфа 9 Mark II и у Альфа 7 Mark IV. Там уже с крышечкой такой проблемы нет, она сделана по-человечески, как и у всех камер нормальных. С другой стороны, опять же, резиночки вот эти не вызывают доверия. Я уверен, что при частом использовании они быстро будут расхлябываться. Не знаю, там, как обычно, резина такая тонкая, как вот здесь, деградирует. Скорее всего, при неаккуратном использовании вообще может отвалиться. Батарейный отсек очень слабо защищен от влаги. Здесь практически никакой резиновой прослойки нет. И это очень плохо, в него реально может попасть вода, поэтому в сложных погодных условиях приходится быть вообще, в принципе, аккуратным. Вот. Но зато тут же и плюс. Батарея огроменная, просто мощь невероятная, на какие-то тысячи и тысячи фотографий мне обычно хватает. Вполне уровня каких-нибудь зеркалочек, правда, блять, я не той стороной ее пытался ставить, но ничего страшного. Также к минусам я бы отнес то, что у камеры при выключенном состоянии матрица никак не защищена, она просто голая торчит на виду, на нее легко может попасть грязь, пыль и так далее. И, в принципе, да, почистить ее не проблема, но она у меня частенько пачкается. Не потому, что я такой грязнуля или мудак, а просто она реально очень легко пачкается. Еще к минусам я бы отнес то, что у камеры достаточно маленький хват, и человеку с нормальной рукой взяться за нее полноценно тяжеловато. Один палец, мизинец, у меня, в общем, на нее нормально не ложится, поэтому мне пришлось прикупить вот такую стрёмную приблуду за бешеные бабки, причем от самой Sony, которая прикручивается в штативное гнездо, опять же, лишая тебя возможности оперативно сюда его прикрутить, камеру, собственно, к штативу. Но зато вот это дополнительное страшилище позволяет нормально схватиться и уверенно держать камеру в руке уже по-человечески. Да, у нее есть минусы, но большинство из них достаточно легко решаемы или просто терпимы. Большей частью это даже не какие-то серьезные недостатки, а скорее мои такие придирки, как зажравшегося человека, который перепробовал все камеры и которому есть с чем сравнивать. Также в электронном затворе не получится снимать, потому что скорость считывания с матрицы достаточно низкая, и если человек хоть немножко двигается у вас в кадре, то его просто будет корежить и растягивать. Опять же, из-за этого в искусственном освещении у вас будет сильно стробить картинка и исходиться полосами, поэтому я использую только механический затвор, а он довольно громко у нее шлепает, и меня это бесит. Меню очень путанное и неинтуитивное, но это, в общем-то, проблема давняя всех камер Sony, которая немножко поправилась сейчас в A7S III, свежевышедший, но я еще ее не трогал, поэтому не знаю, насколько там стало все лучше. Но так как камера очень здорово кастомизирует, и вообще все кнопки, которые имеются на корпусе, можно перепрограммировать на другие функции, я просто назначил на кнопочки те функции, которые мне нужны, и больше в меню вообще не заходил. Да, камера не без недостатков, но по совокупности технических характеристик она, в общем-то, легко уделывает конкурентов, которые вышли на год позже, таких как Canon EOS R или Nikon Z6. Ну и, в принципе, про Panasonic я немножко оставляю его за рамками. S1, он все-таки слишком своеобразная камера. Даже после многочисленных обновлений прошивок и от Canon камера, и от Nikon совершенно не стали конкурентами для Sony. Хоть у них, например, там какие-то, может быть, технические вещи и лучше, наподобие типа видоискатель более высокого разрешения и более контрастный и качественный, там хват удобнее, еще какая-нибудь ерунда. Но в целом
Вот в целом, если смотреть по совокупности всех ТТХ и возможностей, Sony их, конечно же, превосходит. Так что вывод мой очень простой. Камера Sony A7M III до сих пор является лучшей камерой на все случаи жизни.